Пшеничный хлеб на опаре. Первый рецепт хлеба без дрожжей, который мы готовим после закваски из пшеничной муки. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Друзья, в этом видео мы приготовим пшеничный хлеб на той самой опаре, которая у нас осталась после заведения пшеничной закваски. Рецепт закваски вы можете найти по ссылке в подсказках. Хлеб будет формовой, выпекать я его буду в электрической духовке. К сожалению, я нередко видела и слышала о том, что остатки закваски после ее заведения и в процессе ведения просто выбрасывают. И я против этого. Получается, что мы тратим силы, время, продукты на готовку, а потом большую часть этого просто выкидываем. Закваска – это живой и полезный продукт, поэтому важно относиться к ней деликатно и применять по назначению. Выкидывать можно только то, что испортилось. Но сейчас не об этом. У нас есть хорошая готовая опара, поэтому очень рекомендую ее использовать. Заодно можно потренироваться на первом рецепте хлеба из пшеничной опары, потому что самый первый хлеб, который вы готовите, далеко не всегда получается идеальным. Но благодаря ему вы можете проработать и понять базовые принципы работы с бездрожжевой домашней выпечкой на закваске. И, конечно, я буду рада вашему лайку перед тем, как перейдем к рецепту. Для того, чтобы приготовить пшеничный хлеб на опаре, мы возьмем следующие ингредиенты. Опара, которая осталась от рецепта пшеничной закваски. Пшеничная мука цельнозерновая, пшеничная мука тонкого помола или высшего сорта, соль 1 чайная ложка, топленое масло кхи для смазывания формы. Рецепт в подсказках. Как и всегда, муку для всего, что относится к приготовлению хлеба, берем в магазинах здорового питания или у специальных производителей. Мука должна быть нерафинированная и свежая, не более 4-5 месяцев со дня производства. По муке позже будет отдельное видео. Обязательно пользуйтесь весами. Я уже ранее говорила о том, что в некоторых рецептах ржаных изделий еще как-то можно научиться ориентироваться по ингредиентам на глаз. Но с пшеничной мукой все совсем по-другому. Только очень опытный хлебопек может отказаться от использования весов. Далее, количество ингредиентов. Сейчас я вам покажу формулу, которая позволит рассчитать нужное количество воды и муки, исходя из того количества опары, которое у вас есть. А оно у всех разное. Просто потому, что, например, у кого-то больше опары подсохло в процессе приготовления закваски, или смыли, когда перекладывали в чистую банку. Сейчас просто нужно взвесить опару и узнать ее количество. У меня она получилась на 500 грамм. Наш хлеб будет влажностью 57%. Эта цифра сейчас именно такая, чтобы выпечка не получилась сырой или наоборот жесткой, с каменными корками. Я не буду сейчас грузить вас теорией, в будущем я сниму отдельное видео, в котором подробно опишу алгоритм создания рецепта хлеба. Расскажу, сколько воды и муки нужно использовать. Ссылка на видео будет доступна в подсказках после публикации. Сейчас просто используйте эти формулы, только подставьте свое значение воды и муки, которое у меня составляет по 250 грамм. По муке я округлила результат на 1,5 грамма, это сильно не скажется на хлебе. И получила 440 грамм муки, которая в целом должно быть в тесте. Соответственно, вычитаем ту муку, которая уже есть в опаре, и получаем, что добавить осталось 190 грамм муки. Я возьму пополам цельнозерновую и высшего сорта. Сначала перемешиваем нашу опару. Теперь добавляем муку и просто смешиваем. Можно сначала ложкой, потом немного руками. Прикрываем пищевой пленкой с доступом воздуха, полотенцем, оставляем в покое минимум на 20 минут, но не дольше 1 часа. Присыпаем стол слегка мукой. Выкладываем тесто на стол и вымешиваем руками 15 минут, пока не перестанет липнуть. Ручной замес выглядит вот так. Оттягиваем тесто на себя и скидываем вперед. Прихватываем с другого бочка и проделываем то же самое. Когда это движение отработано, все получается легко и быстро. Поначалу тесто липкое, а к концу замеса практически перестает липнуть к рукам. Не бойтесь делать резкие движения и сильные удары о стол. В целом мое тесто ведет себя хорошо, клейковина в процессе замеса развивается. Но на первой опаре оно, конечно, не такое послушное, как на готовой сильной закваске. У вас оно может выглядеть на этом этапе более жидким. Это связано с мукой, количеством в ней белка. Но для формового хлеба это не так критично.
Также тесто сейчас может рваться, это абсолютно нормально. В нашей опаре и бактерии еще молоденькие и слабенькие, и в белка в ней осталось мало, который нужен для формирования клейковины. Поэтому просто вымешиваем то, что есть. В последнюю очередь добавляем соль и еще несколько раз складываем. Далее я смазываю форму для хлеба кусочком топленого масла и закладываю в форму тесто, равномерно распределяю. Да, кстати, у меня появилась стеклянная форма для выпечки. Теперь часто ею пользуюсь. Как-нибудь сделаю обзор. Далее накрываем тесто пищевой пленкой и полотенцем, оставляем на расстойку при температуре 22-26 градусов по Цельсию на 3-4 часа. Главное, смотрите, чтобы тесто не перестояло. Если вы видите, что оно поднялось и на поверхности проступают пузырьки воздуха, можно разогревать духовку. Если же большинство пузырей уже вышло наружу, то тесто перестояло. Тесто можно надрезать, чтобы его не разорвало от пара в неожиданном месте. Духовку прогреваем до 240 градусов по Цельсию. Внизу ставим противень, посередине решетку. Я выпекаю в электрической духовке в режиме нагрев снизу плюс работа вентилятора. Если такого режима нет, то ставим классический нагрев сверху и снизу. Когда духовка прогреется, аккуратно ставим в нее форму с тестом, в нижний противень вливаем 1 стакан воды. Первые 10 минут выпекаем при температуре 240 градусов по Цельсию. Открываем дверцу, выпускаем пар. Далее печем 50 минут при 190 градусах по Цельсию. По готовности можно сбрызнуть корочки водой, чтобы они были помягче. Оставляем хлеб в выключенной духовке на 15 минут. Вынимаем хлеб из духовки и из формы заворачиваем в полотенце. Оставляем минимум на пару часов, а лучше на ночь. Наш первый хлеб на опаре из пшеничной муки готов. И любимый момент. Разрезаем хлебушек, любуемся, наслаждаемся ароматом и вкусом. Друзья, если хлеб получился твердоват, не совсем таким, как вы ожидали, не беспокойтесь. Важно понимать, что использованная опара была еще слабенькой, а ваша пшеничная закваска становится сильнее с каждым днем. Потом мы вместе перейдем к рецептам красивого воздушного хлеба, которые будут радовать вас всегда. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Если остались вопросы, пишите комментарии, все уточню. До встречи и доброго вам здравия!